Всем привет, с вами канал Observer, меня зовут Артем, и сегодня у нас не совсем обычный ролик. Мы вновь решили затронуть тему так называемых фейковых биноклей. Если вы помните, на нашем канале уже был общий разбор ситуации по этой теме, ссылка на ролик в углу экрана, кликайте, возможно, вам будет интересно. В этот раз мы решили разобраться с данным явлением на практики. Дело в том, что эта тема волнует не только нас, как продавцов оригинальной продукции, но и наших клиентов, которые зачастую, приходя к нам в магазин, спрашивают бинокли наподобие Nikon 70×70, Canon 60×60, Bresser 80×80 и так далее. То есть модели, которые не представлены в официальном каталоге данных брендов и имеют явно завышенные характеристики. К сожалению, в интернете полно сайтов, на которых предлагаются такие фейковые товары. Итак, мы решили разобраться в данной ситуации самостоятельно, заказать такой бинокль на одном из сайтов и проверить его в деле, все ли так, как нам обещают продавцы. Поехали! Итак, вот один из сайтов, который занимается реализацией так называемых фейковых биноклей. Как мы видим в шапке, заявлено, что модели японского, немецкого и американского производства от разных брендов. Еще одна важная отличительная черта подобного рода сайтов – это вечно длящаяся акция. Как мы можем видеть в данном случае, баннер не обновлялся с Нового года. Идет строка с обратным отсчетом и предложение успеть приобрести до того, как акция закончится. Уверяем вас, что эта акция не закончится никогда, и таймер будет снова и снова начинаться по кругу. Давайте посмотрим, какие продукты реализует данный сайт. Итак, вот одна из моделей Bresser 10-60×60, бинокль с переменной кратностью. Характеристики, честно говоря, вызывают сомнения. Как мы можем видеть, увеличение, как заявляет продавец, 10-60 крат, диаметр объектива 60 мм, корпус заполнен азотом и так далее. Бренд Bresser, производство Германия. Давайте попробуем связаться с консультантом и уточнить информацию напрямую. Алло. Интернет-магазин биноклей. Да, здравствуйте. Я вот хотел узнать, у вас на сайте увидел бинокль Bresser 10-60×60. Вот. Не подскажете по увеличению там как, то есть 10-60 действительно он показывает или там может быть завышенные характеристики? Нет, там такая кратность есть от 10 до 60. Угу. То есть вот все, что на сайте, там диаметр объектива тоже, да, 60 миллиметров? Да. А не подскажете, это, немецкий бинокль? Я не знаю, обратили вы внимание, не обратили, у нас на сайтах это, в принципе, везде указано, что сборка производится у нас на Тайване, на лицензированном заводе. Вот, то есть бренд немецкий, оптика там, да, немецкая, но сборка производится на Тайване по лицензии. То есть, я так понимаю, сейчас, наверное, везде все это на Тайване производится, то есть это да, Bresser настоящий? Да, сейчас практически все, да, в Юго-Восточной Азии производится. Есть Bresser, которые оригинальные, прямо там сборка в Германии, но они там даже самые, даже самые слабые от 10 тысяч. Да. Вообще существуют такие. Понятно. В принципе, хотел пока это узнать, сейчас еще выбираю там между магазинами. Если что, тогда... Да, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. В итоге мы заказали данный бинокль и ждем, когда он придет. Итак, даже коробка прибора Bresser 10-60×60 уже не похожа на настоящую в силу нескольких причин. Во-первых, это логотип, который не соответствует официальному логотипу бренда Bresser. Во-вторых, на коробке отсутствуют какие-либо опознавательные параметры, нет названия серии прибора, нет никаких его характеристик. Единственное, что говорит нам о том, что это именно прибор Bresser 10-60×60, это наклейка с соответствующими цифрами. Отметим, что это не напечатанная информация, это именно наклейка, которая просто сверху нанесена на типовую коробку. Давайте же посмотрим, что можно найти внутри. А внутри мы найдем плотный тканевый чехол, видимо, с самим биноклем. К нему мы вернемся чуть позже. Также в чехле мы найдем
пакетик с салфеткой для чистки оптики и ремешком. Все аксессуары в принципе похожи на настоящие. Приборы Bresser официальные действительно так и комплектуются. Единственный нюанс, что вот эти аксессуары каждый должен находиться в своем пакетике. Что же в коробке можно найти еще? Еще мы найдем мультиязычную инструкцию. Русского языка здесь нет. И больше в коробке ничего нет. Ни гарантийного талона, ни сопроводительного документа на русском языке. О чем это говорит? Если у вас возникнут какие-то проблемы с данным прибором, либо потребуется ремонт, вы, конечно же, не сможете обратиться в официальный центр Bresser, потому что этот прибор не настоящий, вам придется ремонтировать его за свой счет. Таким образом, вы не имеете никаких гарантий, приобретая данный прибор. Давайте же посмотрим на сам бинокль поближе. Итак, перед нами бинокль Bresser 1060 на 60. После первичного визуального осмотра сложилось некоторое представление о нем. Начать хотелось бы с положительных параметров. Во-первых, это металлический окулярный мост, что говорит о прочности корпуса. Во-вторых, это достаточно приятное на ощупь резиновое покрытие корпуса, которое, кстати, все-таки имеет характерный неприятный пластиковый запах. А также наличие просветления на объективах, достаточно плотного, ну, либо это не просветление, а его искусственная имитация. К минусам же стоит отнести наличие заусенцев на баррелях объективов, что недопустимо и может помешать продуктивным наблюдениям. Второй минус – это явный обман. Мы еще не успели посмотреть в бинокль, но уже можем его констатировать. Параметр 1060 на 60, последнее число, говорит нам о том, что линзы объективов должны быть диаметром 60 мм. На деле же мы имеем дело с линзами диаметром 50 мм. Вот так. Мы даже не успели посмотреть в бинокль и сходу говорим о несостыковке в параметрах. Ну а теперь давайте потестируем его на деле. Сейчас вы видите картинку, получаемую через окуляр прибора Bresser 10-60 на 60. Увеличение минимальное 10 крат. Объект, на который мы смотрим, находится на расстоянии 1 километра от нас. То есть через бинокль мы видим его так, как если бы находились всего в 100 метрах от него. Как же данный объект выглядит с нашей точки при наблюдении невооруженным глазом, мы увидим в конце теста. Итак, мы можем видеть, что картинка достаточно яркая, четкая, хоть и не хватает звезд с неба, но отдельные детали хорошо видны. Давайте попробуем довести увеличение до 45 крат и сравнить его с увеличением от прибора Bruno Plus 20×80. Как мы можем видеть, картинка стала заметно темнее, уже не такая четкая, качество изображения в целом упало. Что же может показать нам бинокль Bruno Plus 20×80? Давайте посмотрим. Как мы можем видеть, увеличение фактически идентичны, при этом Bresser по его шкале показывает на 45 кратах. Таким образом, реальное увеличение данного прибора на этой отметке составляет всего 20 крат. Давайте же попробуем довести увеличение до максимума по шкале прибора Bresser 1060 на 60 до 60 крат. Мы можем видеть, что картинка еще больше потеряла в четкости, яркости и отображении деталей. По факту увеличение сейчас составляет примерно 24 крата по сертифицированным нормам. То есть никаких 10-60 мы здесь не видим, 10-24. А вот так выглядит объект, на который мы смотрим, невооруженным глазом с точки наблюдения. Что же мы видим? Увеличение бинокля приблизительно 10-24 крата, но никак не 10-60. Здесь явный обман, завышения более чем в 2 раза. Также продавец обманул нас с диаметром линз 60 мм, как заявлено, а
По факту всего лишь 50 мм. Не критично, но опять же не очень приятно. Кроме того, под большим сомнением наличие азота в корпусе, а также оптика из стекла марки BAK4. Визуальные наблюдения говорят, что скорее всего стекло марки BK7, то есть более простое. Таким образом, мы крайне не рекомендуем приобретать приборы с вот этими завышенными характеристиками. Во-первых, вы получаете крайне некачественный продукт. Как правило, материалы гораздо ниже качеством, чем это заявлено на сайте продавца. Во-вторых, завышенные характеристики, с этим вас, как мы уже разобрались, обманывают. Ну и в-третьих, вы не можете рассчитывать на официальную гарантию от того или иного бренда. Также под большим сомнением, что вы сможете отремонтировать или вернуть данный бинокль к продавцу, у которого вы его приобретали. Таким образом, покупатели оказываются в очень невыгодном положении. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их прямо в комментариях под видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. А также нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе наших новых видео. Вы ничего не пропустите. Если у вас есть какие-то пожелания по тематикам следующих видео, опять же оставляйте их в комментариях, мы обязательно это учтем. Ну а я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока!